Всем привет! Сегодня готовлю нежнейший, очень вкусный домашний торт по мотивам десерта тирамису. Здесь будет бисквитное печенье савоярди домашнего приготовления и два вкуса крема – сливочно-творожный и кофейный. Начинаю с приготовления бисквитных палочек савоярди. Понадобятся вот такие продукты. Белки взбиваю сначала до пены. Потом постепенно добавляю сахар небольшими порциями. Взбиваю белки на высокой скорости миксера до устойчивого состояния. На это уходит около 5 минут. Отдельно соединяю желтки с сахаром и тоже их взбиваю минуты 4. Лопаткой объединяю белки с желтками. Движения аккуратные, чтобы не потерять воздушность. Теперь через сито добавляю муку небольшими порциями. Аккуратно ее вмешиваю, пока не исчезнут все комочки. Тесто готово. Я перекладываю его в большой пакет с переходником для насадок. Диаметр переходника 2 см. Или можно использовать круглые насадки от 1 до 2 см. Отсаживаю тесто на пергамент. Также хорошо подходит силиконовый коврик. По желанию можно сделать на пергаменте разметку, чтобы все палочки получились одинаковыми, но это не обязательно. Для корочки надо присыпать тесто сахарной пудрой тонким слоем. Выпекаю в заранее разогретой духовке при 170 градусах 13-14 минут до румяной корочки. Даю палочкам остыть, затем снимаю их с пергамента. Бисквитное печенье внутри мягкое, а снаружи есть нежная корочка. Для пропитки я сварила 2 порции эспрессо, по желанию можно взять растворимый кофе. Добавила еще стакан кипяченой воды, столовую ложку сливок и 1,5 столовые ложки сахара. Оставляю пропитку остывать и тем временем подготовлю форму, в которой буду собирать торт. Из гофрокартона я вырезала стенки формы. Укладываю их и заворачиваю в фольгу. Концы фольги соединяю и получается самодельная форма для сборки торта. У меня форма 18 на 21 см, но таким способом можно сделать форму любого нужного размера. Теперь можно приступать к приготовлению крема. Прежде всего 3 стика кофе растворяю в малом количестве кипятка. В крем использую именно растворимый кофе, натуральный заварной, к сожалению, не подойдет. У меня кофе 3 в 1. Оставляю его остывать. Далее замачиваю желатин холодной водой, пусть набухает. Тем временем взбиваю холодные сливки. Сначала на низких оборотах. Каждые 30 секунд повышаю скорость миксера. Когда на поверхности сливок начинает оставаться рисунок от венчиков, это примерно на 4-й минуте взбивания, добавляю сахарную пудру небольшими порциями и взбиваю сливки до мягких пиков. Дальше набухший за это время желатин подогреваю в микроволновке примерно до 50 градусов. Соединяю желатин с творогом, хорошо вымешивая массу до однородности. Творожную массу добавляю ко взбитым сливкам и перемешиваю все лопаткой.
Примерно четверть крема перекладываю в кондитерский мешок. Этот крем пойдет наверх торта в качестве украшения. Остальной крем делю пополам. И в одну часть крема вмешиваю остывший кофе. Можно приступать к сборке торта. Каждое печенье надо обильно обмакнуть в пропитки и выложить на дно. Дальше идет половина сливочно-творожного крема. Разравниваю его. И снова слой пропитанных бисквитных палочек. Теперь выкладываю и разравниваю весь кофейный крем. Затем снова палочки и оставшийся сливочный крем. По поверхности торта отсаживаю крем из пакета. Вес готового торта 1400 грамм. Теперь торту надо дать пропитаться и стабилизироваться часов 5-6. Затем можно убрать самодельную форму. Перед подачей присыпаю торт какао и можно наслаждаться. Торт получается очень нежным, влажным, с ярким кофейным вкусом и сливочным послевкусием. Особенно рекомендую этот торт приготовить кофеманам. Они точно оценят его по достоинству. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пока!